Всем привет! Это третий довлог по игре CoffeeTab 2, где я покажу, что успел сделать с момента прошлого видео. CoffeeTab — это кликер на Android про кофе. Попробовать первую часть игры вы по-прежнему можете по ссылке в описании. Итак, сначала я сделал систему сообщений для отображения разной информации. Например, о количестве заработанного кофе при заходе в игру. Сообщение закрывается через 5 секунд или по нажатию. При появлении 2 или более сообщений появляется кнопка «Закрыть все». Далее я приступил к шрифту. В прошлой части игры я использовал шрифт под названием Flow, а сейчас решил сделать свой, более печатный, но при этом сильно не отходить от изначального стиля. Примерно ориентируясь на свой печатный почерк, нарисовал все нужные символы. Сделал из них шрифт во Font Creator и добавил в игру. 0 я нарисовал специально с косой чертой, чтобы было проще отличить от буквы О в сокращениях длинных чисел. Затем анимировал плавный переход к игре после сплэш-скрина в Unity и отполировал все, что уже сделано. Нарисовал недостающие спрайты, в магазине сделал более интуитивное отображение информации, а вкладка улучшений теперь не пустует. Дальше добавил кнопку инвентаря, где можно посмотреть уже купленные улучшения и коллекцию чашек. Наконец приступил к оформлению вкладки «Разные». Снизу добавил ссылки на свои ресурсы и кнопку с поддержкой. Сделал информацию о больших числах, где можно увидеть их сокращение, научную запись и полное название. Здесь много чисел. Очень много. Очень. В общем, все, что теоретически могут встретиться в игре. Но по факту вам понадобится от силы первые 15. И также я добавил возможность сбросить сохранение. В этот раз получилось сделать немного. О причине я писал у себя в Телеграме. К следующему разу постараюсь доделать весь функционал на вкладке «Разные», то есть настройки, достижения, экспорт и импорт сохранения. А пока оставляйте свой фидбэк в комментариях, приходите в Телеграм и подписывайтесь на канал. Ссылки на поддержку разработки игры есть в описании. Всем удачи!